Почему одни славяне пишут латиницей, а другие кириллицей? Насколько вообще латиница удобна для передачи славянской речи? А может быть, удобнее кириллица? Когда я готовилась к этому видео, я наткнулась в интернете на такое мнение. Почему же так важно для русских сохранить кириллицу? В первую очередь потому, что она была создана специально для передачи звуков славянских языков. Пользующиеся латиницей славяне обречены разбирать ряды согласных, используемых для передачи одного звука латинскими буквами, как, например, в польском языке дeszcz, щетка, chrząszcz, świszczący oddech. Эта особенность ярко проявляется в польской скороговорке, которая не только произносится, но и пишется очень сложно. В szczebrzeszynie chrząszcz brzmi в trzcinie. Давайте разберемся, насколько верно это утверждение. Сразу хочу сказать, что я не буду говорить о том, что латиница чем-то лучше кириллицы или кириллица чем-то лучше латиницы, и не буду призывать к тому, чтобы заменить латиницу кириллицей или наоборот, но мы с вами разберемся, какой из алфавитов удобнее. А также поговорим о том, как и почему видоизменялась латиница у славян, какую роль в этом сыграли глаголица и кириллица, кто из славян, использующих сегодня кириллицу, использовал и использует латиницу, и как в СССР хотели перейти на латиницу, и что из этого вышло. Итак, почему же одни славяне используют сегодня латиницу, а другие кириллицу? Изначально это связано с тем, под влиянием какой церкви находились славяне, западной или восточной. Те, кто принял христианство от западной церкви, вместе с христианством принял латынь как язык богослужения, а, соответственно, латиницу как письменность. Те же, кто принял христианство от восточной церкви, им разрешалось вести богослужение на своем родном языке. Западная церковь этого не разрешала, а вот восточная позволяла переводить богослужение на родной язык крестившегося народа. Поэтому у славян литургия велась на славянском языке, и в качестве письменности они приспособили греческий алфавит под славянскую речь, приспособили к славянскому звучанию, и так получилась кириллица. Возникла она в Болгарском царстве, а оттуда перенеслась на Русь и в Сербское княжество. Более подробно о том, как возникла кириллица, я уже говорила в одном из своих видео, ссылку на него оставлю в описании, поэтому не буду здесь все это повторять. А мы с вами перейдем к латинице. Итак, на первых порах славянам действительно было непросто приспособить латинский алфавит под славянскую речь. Вся трудность заключалась в том, что в латинском языке намного меньше звуков, чем в славянских. И, соответственно, в нем слишком мало букв для того, чтобы отобразить все богатство славянских звуков на письме. Поэтому славянские, хорватские, польские, чешские, словацкие, лужицкие лингвисты, писатели с этими трудностями справлялись на протяжении сотен лет. И к чему же они пришли, узнаем позже. Самые первые попытки записать славянскую речь латиницей были зафиксированы в памятнике Фризингенские отрывки. Это памятник рубежа X-XI веков. Возник он в связи с миссионерской деятельностью Зальцбургской архиепископии среди славян Каринтии и Панонии. То есть это предки сегодняшних словенцев. И вот как там передавалась славянская речь на письме. «Эти би деду наш не согрешил, те во веки ему вежити старости не приемлянти, николи же печали не имей, ни слез на телесе имонти, но во веки ему бежити. Понеже завистям бей неприязненным вигнам, от славы Божьей, потом на народ человеческий страсти и печали пойдом, и немоти, и посемренду смрт. И пак и братря, помjenemo sen, da i sinove Boži ne rečemo sen. Потому останемо сих мирских дел, еже съм дела сатонина, еже требом творим, братра оклеветам, ježe tatva, ježe rozboj, ježe plty ubojenie, ježe roty, kojich už nepasem,
no jen priestąpam, je že nenavist. Nič už tiech diel mrženie pred Božíma očima. Môžete potom sinci vidieť sami rozumieti, že biešen prvie človeci ulica tácie, akože my jesem. Tere diela неприязнена возненавидяшен, а Божья взлюбишен. В чешских землях отдельные славянские слова, записанные латиницей, были зафиксированы с XI века в латинских документах. Это были в основном имена или названия каких-то мест. А с XIII века у них уже появляются более полноценные тексты. У поляков с XII века зафиксированы имена, записанные тоже латиницей. И вот как это записывалось. И так как видите, чтобы передать все славянские звуки, в общем-то, букв не очень много. И поэтому писцы выкручивались как могли. Например, один звук они могли обозначать несколькими способами. Например, звук «к» мог записываться и вот так, и вот так. Звук «в» записывался вот тремя вот такими вот способами. Или же наоборот, одной и той же буквой могли обозначаться разные звуки. Например, вот этой буквой могли обозначаться и звук «ц», и звук «ч» твердый и мягкий «ч». Вот таким вот символом, диграфом мог обозначаться и звук «х», и звук «ц», и мягкий «ч». И «з» и «ж» тоже обозначались только одним вот таким вот символом. Так что единообразия в том, как обозначать вот эти специфические славянские звуки, не было. И мало того, что его не было в разных рукописях, но часто его не было даже в одном тексте. То есть один и тот же писец в одном и том же тексте мог один и тот же звук обозначать разными способами. Были и проблемы с обозначением мягкости. Часто она вообще не обозначалась. И, как вы понимаете, читать такой текст не так-то просто. Нужно еще посидеть, подумать, что там вообще написано, потратить на это некоторое количество времени, и, конечно же, это не очень удобно. Поэтому славяне переходят на новую систему письма, составную. С конца XIII века она начинает использоваться в чешских землях, с середины XIV у поляков. И это система письма с применением диграфов и триграфов. То есть диграф, когда один звук обозначается двумя буквами, и триграф, когда один звук обозначается тремя буквами. Например, звук «ш» мог обозначаться вот тремя вот такими вот способами, а мягкий «щ» мог обозначаться вот так. «Ж» тоже мог обозначаться или так, или так, или так. И здесь, опять же, не было единообразия. И такой способ написания использовали не только западные славяне, он также был и у южных славян. Вот, например, произведение на чаковском хорватском выглядело вот так. Knjige Marka Marulića Splićanina, u kojih se uzdarži istorija od svete Judite, u 6 libri razdijeljena na slavu Božju počinju. Libro prvo. Diketer hvaljenja presvetoj Juditi, smina nje stvorjenja, hoću govoriti, zato ću moliti Bože tvoju svitlost, neh ti mi kratiti u tom puno milost. Ti son ki da kripost svakomu dilu nje i nje kipu lipost s počtenjem čištenje. Ti ponisad mene tako jur napravi, jazik da pomene, ča misal pripravi. В литературном славянском языке XVI века использовалась такая система письма, которую разработал Адам Бохорич, и в честь него она была названа Бохоричица. Состоял этот алфавит из 25 букв, среди которых было всего 3 диграфа. И это было уже намного удобнее всего того, что было до этого. Некоторые сложности в прочтении все-таки оставались, не всегда там было понятно, что точно написано, потому что была все-таки некоторая двузначность, но все-таки это было уже намного удобнее, поэтому бохоричицу использовали аж до середины XIX века. В XV веке возникло изобретение, которое кардинально изменило орфографию славян, писавших на латинице. Автором этого изобретения был Ян Гус, которого многие знают как религиозного деятеля,
Но круг его интересов также входило еще и языкознание. В частности, его беспокоила неупорядоченная, неудобная чешская орфография. И поэтому Ян Гус решил заняться ее упрощением. Он написал трактат о чешской орфографии, в котором предложил заменить диграфы и триграфы на символы с диакритическими знаками, то есть надстрочными знаками. Такие буквы им были введены для развлечения похожих по звучанию звуков. Ну, например, как ц, ч, или там краткий а и долгий а. И вот Гус вводит такие диакритические знаки, как косая черта для обозначения долготы, потому что в чешском есть краткие и долгие гласные, и точка. Позднее точку заменила галочка, которая у чехов называется гачик. И таким образом Гус изобрел то, что сегодня мы называем фонематическим принципом орфографии, то есть одна буква, один звук. Было много предположений о том, что же вдохновило Гуса на такое изобретение. Была ли это его идея или же он ее где-то позаимствовал? Ответ на этот вопрос дал чешский славист Франтишек Вацлав Мареш. Гус столкнулся с таким типом письма в Праге в Бенедиктинском монастыре, в котором римо-католическая литургия велась на славянском языке, и в качестве письменности там использовали глаголицу, то есть чешские литургические тексты писались глаголицей, а в глаголице как раз и воплощен вот этот фонематический принцип: одна буква, один звук. Гус ознакомился с глаголицей и решил этот же принцип применить и в чешской орфографии. Он сохранил уже существующий набор букв, но ввел диакритические знаки. И похоже, что это действительно изобретение Гуса, потому что, во-первых, ни в романских, ни в германских языках это тогда не применялось, а во-вторых, среди известных Гусу языков нигде диакритические знаки в такой функции не выступали. Они были в глаголице, они были в еврейском письме, но там они выполняли совершенно другую функцию, не для обозначения звуков. Так что в этом большая заслуга Гуса. Позднее вот это вот его изобретение повлияло в той или иной степени на орфографию других славян, которые писали латиницей, где-то частично, где-то полностью, но также отражение этой графики мы видим в алфавитах балтийских языков, в литовском, в латышском. И диакритические знаки также стали частью научной системы фонетической транскрипции. Примерно через 30 лет после изобретения Гуса была и у поляков попытка упростить свою орфографию. Первый, кто попытался это сделать, это польский филолог, ректор и профессор Краковского университета Якуб Паркашович. Он опирался на систему Гуса, но очень непоследовательно. Для развлечения похожих по звучанию звуков он предлагал не диакритические знаки, а просто немного видоизменить. Ну, то есть, например, для мягких согласных он предлагал использовать округлые формы, а для твердых согласных использовать угловатые формы. Также он предложил оставить некоторые диграфы, триграфы, которые были уже привычны для польских писцов, но просто их упорядочить и привести к единообразию, чтобы один диграф или триграф обозначал только один звук. Но его реформа оказалась непрактичной и поэтому провалилась. Другая попытка была предпринята в начале XVI века Заборовским. Он тоже написал трактат о польской орфографии, в котором более последовательно уже опирался на систему Гуса и предложил использовать диакритические знаки. Однако букв с диакритиками оказалось слишком много. И это было слишком много нововведений для польских писцов, поэтому эта реформа тоже провалилась. Так что ни один из этих трактатов значительным образом на польскую орфографию не повлиял. А тот алфавит, который мы видим в польском языке сегодня, связан с работой краковских типографий. В XIV веке Краков становится столицей Польши. Краковские печатники сохранили
уже привычные для польского письма диграфы, но вводили и элементы диакритики, постепенно делая польскую орфографию более однозначной. Так что тот польский алфавит, который мы видим сегодня, в основном это заслуга их работы. И он состоит и из диграфов, и есть там и диакритики. Поэтому у поляков был шанс, скажем так, упростить свою орфографию, но победила привычка. У лужичан похожая ситуация в алфавите. Есть у них и диграфы, но все-таки их намного меньше, и они больше используют буквы с диакритиками. Но идея применения диакритических знаков и фонематического принципа возникла не только у Гуса. Да, он был первый, кто к этому пришел среди славян, но позднее у южных славян тоже возникали такие идеи. Например, на рубеже 17-18 веков такая же идея возникла у хорватского историка, языковеда, писателя Павла Риттера Витезовича. В качестве диакритического знака он предлагал использовать черту над буквой и применить фонематический принцип орфографии. Но при жизни его идея не была воплощена, а позднее ее подхватил другой хорватский лингвист Людовит Гай. Правда, он немного видоизменил алфавит Витезовича и вместо черточек добавил по принципу чешского алфавита галочки. И так возник сегодняшний хорватский алфавит. По имени своего изобретателя он назван на хорватском языке Гаица, а на русском это звучит как Гаевица. И хорваты его используют до сих пор. Правда, позднее другим лингвистом Дюро Данчичем были введены еще две буквы. Это буква для обозначения звука «дж», который раньше писался как «дэ», и буква для обозначения мягкого «т», который раньше писался как «тэ». И вот таким образом сформировалось то, что мы сегодня видим в хорватском алфавите. А вот к словенцам идея фонематического письма шла достаточно долго, потому что у них была более-менее удобная бохуричица, которую, как мы помним, они с 16 века используют и до середины 19 века. Но в начале 20-х годов 19 века появляются оппоненты приверженцев бохуричицы. Самыми яркими оппонентами были Петер Дайнко и Фран Метелко, которых поддерживал известный славянский лингвист Ярнейко Питер. И вот среди приверженцев бохуричицы и ее оппонентам возникает острая полемика о том, какой же алфавит использовать. Петер Дайнко и Фран Метелко предлагали применить фонематический принцип для славянского письма. Каждый из них доработал бохуричицу, немного ее видоизменил, по его мнению, сделал более удобной, но использовали они оба не диакритические знаки, как в предыдущих случаях, а предложили просто взять для специфических славянских звуков буквы из кириллицы. И вот что у них получилось. Вот такие буквы предлагал ввести Петер Дайнко в своей данчице. Здесь, как мы видим, Ч взято из кириллицы, Ш предлагает он обозначать вот таким значком, то есть это две буквы С, повернутые в разные стороны, наложенные друг на друга. В общем, что-то получается похоже на восьмерку. Ж он предлагает вот таким вот иксом обозначать. Мягкий «не» у него вот таким вот значком обозначается. То есть слились две буквы «н» и «е». И славянский звук «в» он предлагает обозначать вот таким вот «y». А у Франа Метелко в его метельчице тут уже более экзотический набор букв. «Ц» почему-то предлагает он вот таким вот значком обозначать. Также у него взято «ч» из кириллицы. «Ш», «щ» тоже взято из кириллицы. «З» что-то похожее на кириллическое «ж», но немножечко видоизмененное. Для звука «г» предлагает вот этот вот такой значок. Для «х» такой вот. Мягкий «л» таким значком обозначать. «Не» что-то похожее с предыдущей азбуки. И он предлагает различать три вида звука «э» в славянском языке. Это широкий «э», узкий «э» и редуцированный «э». И два звука «о», узкий «о» и широкий «о», вот такими вот значками. Итак, кто же победил в итоге алфавитной войны?
Ни один из этих алфавитов не победил. А в 40-е годы редактор журнала «Новости сельского хозяйства и ремесел» Янес Бляйвайс предложил компромисс – использовать для славянского письма хорватскую гаевицу, но приспособить ее к славянскому языку. И такой вариант всех устроил, поэтому к 1848 году бухуричица полностью была вытеснена гаевицей. И таким образом сегодня латиницу используют в польском, чешском, словацком, кашубском, верхне- и нижнелужицком языках, также в хорватском и славянском. И это те языки, в которых латиница была изначально и используется до сих пор. Но среди славян, которые сегодня используют кириллицу, тоже были попытки перейти на латиницу. Например, в 30-е годы 19 века Ксенс Лазинский предложил проект перевода украинского языка на польскую латиницу. Но проект его был встречен весьма критически. Польскую латиницу использовали и белорусы, правда, они польские «ч», «ж» и «ш» заменили на чешские. И у белорусов латиница использовалась достаточно широко. В некоторые периоды времени она использовалась даже практически наравне с кириллицей. Например, вот так выглядел текст на белорусском языке, написанный латиницей. А сегодня частично белорусская латиница используется для транслитерации. Латиницу использовали также и в СССР. Началась эта кампания в 20-е годы. Началась она с того, что народы, которые писали арабской письменностью, либо народы, у которых вообще не было письменности, их перевели на латиницу. Это была настолько масштабная кампания, что к концу 20-х годов казалось, что все языки будут переведены на латиницу, в том числе и русский. Советский лингвист Яковлев разработал 3 варианта латиницы, приспособленных для русского языка. Но проект Яковлева практически никто не поддержал, поэтому он не был реализован, время для его реализации было уже упущено к тому времени. А с 1936 по 1941 год по стране прокатилась волна новой графической реформы, перевод всех, кто до этого писал латиницей, на кириллицу. Латиницу сегодня наравне с кириллицей используют также в Сербии и Черногории. Правда, в Сербии все сильнее проявляется оппозиция по отношению к латинице в защиту сербской кириллицы. Есть специальное общество защиты сербской кириллицы. А как же сегодня выглядят славянские латиницы и какая из них удобнее, какие в каждой из них есть плюсы и какие минусы. Польская латиница, на мой взгляд, простите меня, поляки, самая неудобная среди славянских латиниц. В ней есть много диграфов, есть и диакритики, есть дубликаты, когда один звук может обозначаться 2 способами. Но это уже не хаотичное обозначение, а обозначение этих звуков тем или иным способом зависит от этимологии, от истории языка. Однако, несмотря на то, что, казалось бы, такая сложная на первый взгляд польская орфография, это не мешает огромному количеству людей осваивать польский язык, и достаточно успешно. Да и даже к такой орфографии достаточно быстро можно привыкнуть. Правда, на мой взгляд, по сравнению с другими славянскими языками, она все-таки занимает больше времени для освоения. Но, как взгляд со стороны, могу привести такой пример, что однажды я разговаривала со знакомым американцем, который знал польский язык и русский. И когда я у него спросила, какой же из этих языков для него легче, он сказал, что легче для него польский, потому что там все как написано, так и читается. А в русском языке, если не знаешь ударения, а чаще всего оно не обозначается, только в литературе для иностранцев и младших школьников. И вот если не знаешь ударения, тогда не знаешь, как нужно слово произнести. Поэтому требуется достаточно много времени на то, чтобы эти ударения и произношения освоить. И да, возможно, нам что-то бывает нелегко произнести или прочитать на польском языке. Grzegorz Brzęczy-Szczykiewicz. Brzęczy-Szczykiewicz. Grzegorz. Но наверняка у поляков тоже возникают какие-то
сложности, когда они начинают учить русский язык. Поляки, если вы смотрите это видео, поделитесь в комментариях, что у вас больше всего вызвало трудности в освоении русского языка. Чешская и словацкая латиницы очень простые, устроены по принципу одна буква, один звук. Есть там, правда, один диграф, но он абсолютно никак не мешает, и к нему достаточно быстро можно привыкнуть. Есть также и дубликаты. Например, в чешском и словацком есть две буквы «и». Обе они читаются как «и», но разница между ними обусловлена этимологией. Вот такой вот «и», как «y», пишется там, где раньше в словацком языке произносился «ы». Со временем в словацком языке звук «ы» утратился, но на письме отражено старое произношение. И здесь для русскоговорящих, которые осваивают чешский и словацкий язык, в некоторых случаях бывает даже легче освоить вот эту орфографию, так как у нас в языке «ы» сохранился. И вот, например, такая словацкая пара слов, как «бить», бить как кого-то бить и бить как быть. Словакам нужно запоминать, в каком значении какой «и» пишется. Нам же это делать не нужно, потому что у нас в языке уже отражено в произношении, где что нужно писать в этом случае. Но таких случаев бывает не так много, поэтому все-таки многие слова нужно запоминать и нам, и словакам. И у словаков есть целые списки слов, целые памятки для школьников, которые они должны запомнить, где какой «и» пишется. Еще один дубликат есть в словацком, его нет в чешском, но в словацком он есть. Это два звука «э». Ну, вроде как один из них произносится чуть шире, но тем не менее читаются оба как «э». Вот этот вот «а» с двумя точками пишется там, где в прославянском был носовой «э». В русском языке он перешел потом в «я», поэтому здесь тоже для русскоговорящих есть подсказка, где что писать. Есть такие пары слов: песть в словацком, пясть в русском, мета, мята, петь, пять, пета, пята, девять, девять, говядина, говядина, святый, святой. И таких слов немало. У словацких детей тоже есть памятки со словами, и они заучивают вот эти слова, в которых пишется этот «э». Славянская латиница очень простая. Выучить можно буквально за 15 минут. Устроена тоже по принципу одна буква, один звук. Правда, не все звуки славянского языка отражены на письме. Например, в славянском языке есть 3 звука «э». Это широкий «э», узкий «э» и «э» редуцированный, то есть такой «ы». И нужно запомнить некоторые правила, либо же смотреть в словарь, чтобы знать, где какой «э» произносится, где какой читается. Но это не критично, потому что на правильном литературном языке в Словении мало кто вообще разговаривает. В основном это средства массовой информации, либо какая-то академическая среда, но и там далеко не всегда, поэтому не критично. Есть также буква «в», которая может читаться как «в» и как «в», и тоже есть некоторые правила, чтобы запомнить, где какой звук читается. Но опять же, на практике не все словенцы эти правила выполняют. Так что тоже не критично. Хорватская латиница тоже простая. В основном все как написано, так и читается. Но вот на письме уже возникают некоторые трудности. Дело в том, что в хорватском есть случаи, когда пишется «ие», а когда пишется «ие». Такие сочетания. И вроде как по правилу «ие» пишется тогда, когда произносится долгий «э», например, в словах «бел», «цвет», «мешати», «млеко», а сочетание «и-э» пишется вроде как тогда, когда произносится краткий «э», как, например, в словах «човек», «медвед», «дед», «полумер», «разумьети», «савьет», «сьена», «вьера». Но на деле в этом правиле есть куча исключений, так что и у самих хорватов часто возникают трудности с этим правилом. Так что, друзья, как видите, передать славянскую речь латиницей не так-то сложно. Она вполне себе удобна. И вообще самое
удобная графическая система — это та, к которой мы привыкли. Представление о том, что кто-то там мучается со своим языком и со своей письменностью, немцы мучаются, англичане мучаются, поляки мучаются, китайцы мучаются. Это очень субъективное представление. Китайцы уже сколько тысяч лет используют иероглифы. Ну уж за такое-то количество времени могли додуматься, что это неудобно. Но нет, не додумались. Также продолжают писать иероглифами и даже не собираются от них отказываться. И нам это кажется что-то невероятно сложным, потому что мы смотрим на это сквозь призму своего опыта, а они это впитывают с детства. Это часть их культуры, поэтому, конечно же, они к этому уже привыкли, и им это не так сложно. Да и вообще то, что сложно нам, не обязательно сложно носителям языка. Так что давайте вместе расширять границы нашего познания и непредвзято относиться к историческому опыту других народов. Если вам нравится то, что мы делаем, то вы всегда можете поддержать нас на Patreon, PayPal или Boosty. Все ссылки вы найдете в описании и первом закрепленном комментарии.